Робот-пылесос, который имеет мощность всасывания 4200 паскалей. Просто космос. И на этом, в принципе, можно было бы заканчивать обзор, но я все же перечислю то, что заявляет еще производитель. Данный робот-пылесос имеет функцию постоянного давления швабры 300 грамм, лидарную систему PreciSense, 3D отображение карт, как и многоуровневое отображение, электронный насос с 30 уровнями подачи воды, комбинированный контейнер для мусора и резервуар для воды, безостановочную уборку на протяжении 3 часов, уборку помещения площадью до 300 квадрат метров, защиту от детей и домашних животных. И это еще не все, о чем можно узнать в рекламе к пылесосу под названием Roborock Q7 Max. Но как на самом деле дела у него обстоят, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Меня зовут Саня, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем тестировать очередной робот-пылесос от бренда Roborock. Это Roborock Q7 Max. Что мы имеем? Мы имеем экстремальную мощность, большую батарею, как всегда, в принципе, большой очень резервуар для воды, 3D мэппинг, разумеется, с лидаром пылесос. По большому счету, что они интересного делают? Они запихивают сюда зарядную станцию, крепление для тряпки. Напоминаю, что роботы-пылесосы, они не моют пол, они его протирают. Кабель съемный, плюс в карму, документацию и мат, для того, чтобы, если вдруг робот начнет протекать, у вас была возможность спасти ваш пол. Сейчас будем вскрывать и потом будем тестировать. Всем, кто спрашивает, ну, Саня, а что здесь премиального? Потому что, в принципе, Roborock, они часто довольно выпускают какие-то продукты. А премиальная здесь вот только эта циферка. То есть она не просто здесь премиальная как будто, но если это дело реально сосет с этой мощностью, 4200 паскалей, друзья, это единственный робот-пылесос, который я смогу спокойно рекомендовать для любого ковра. Ну, понятно, если он там у вас 15 сантиметров, вряд ли, но, в принципе, для длинного даже ворса, ну, топ. Следующий у нас, разумеется, крепление с микрофиброй. Стандартно снимается документация. Сейчас мы проверим, есть ли у нас документация, русский язык. Не забыли ли они о том, что здесь нужно добавить русский, барабанная дробь. Ну, английский есть QR-код для программы. Программа по-любому на русском языке, поэтому не актуальненько. И даже на картонке здесь указано, каким образом скачивать программу, каким образом через Wi-Fi его подключать, каким образом им управлять. Разумеется, никакого смартфона для управления данным гаджетом необходимости иметь нет. То есть, если у вас много денег, но вы против технологии из разряда «не нужен вам сотовый», вы просто можете всегда нажать на кнопку у робота-пылесоса. Хотя я сложно представляю, чтобы человек таким образом пользовался. Не пользовался смартом, но пользовался роботом-пылесосом. Ну и такое, наверное, бывает. Отдельно здесь у нас кабель для зарядки. Сейчас мы его достанем. Съемный, и это хорошо. А вот по док-станции мы посмотрим, можно ли прятать кабель в док-станцию. Нет, к сожалению, нельзя. Главное, что здесь есть у нас антискользящие ножки. Большой, мощный. Он прямо реально тяжелый. Тяжелый робот. Но он не может не быть тяжелым. Я говорю, если честно, я не верю. 4200 паскалей. Эта штука должна быть тяжелая, громкая и наводить ужас на соседей. Не вижу здесь запасных щеток. Сразу понимаем, что щетки запасной нет. Значит, надо приобретать вот такую штуку отдельно. Если брать турбощетку разборная, вот чем отличается премиум от не премиума, правда? 3 механические кнопки плюс карму. Я всегда за механику. Разумеется, лидар здесь. И что у нас внутри? Я думаю, довольно большой гибридный. Нет, большой гибридный, получается, контейнер. Здесь мы можем либо воду залить и потом использовать для протирки, либо просто использовать для сухой уборки. Все. Здесь у нас много глянца, много шика, блеска. Нет у нас никаких шторок, значит, он не должен сам по себе терять мусор в процессе. Опять же, если будет такая проблема, я сообщу об этом в ролике. Бампер подвижный, не глянцевый. То есть до них дошло все-таки, что бампер не нужно делать глянцевый, потому что он будет при любом раскладе, какой бы ни был хороший лидар, поцарапан сильно.
Такое ощущение, что они реально слушают блогеров и реально читают то, что им пишут в комментариях покупатели, потому что плюсы данного девайса сразу видны невооруженным взглядом. 4200 паскалей. Unbelievable. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и коммент к любому видео. Разыгрываю также наушники сейчас Xiaomi OneMo Evo, дороже десятки, и наушники Sony. Все условия в описании. Помимо всего этого, не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи. Больше 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок. Нас там уже 55 тысяч. Я в телеграм-канал скидок скидываю еще и дополнительно самые последние новости и видеопримеры съемки новых смартфонов, которых сейчас прям очень много. Советую посмотреть на iQOO Neo 6 и на Vivo X80 Pro, обзоры на которые недавно были на канале. Очень интересные модели. Данная модель пылесоса поставляется в белой или черной расцветке, а также на выбор стандартная, с док-станцией или без нее. У меня без док-станции. Внешний Q5 Max выглядит очень внушительно. Дизайн строгий, без лишних деталей. Корпус робота-пылесоса выполнен из матового пластика, глянец присутствует, но его здесь по минимуму. Сборка качественная, как и материалы. Габариты его составляют 345 мм в диаметре и на высоту от пола 80 мм без лидара, а с ним 96 мм. Вес небольшой, 3 кг 590 граммов. На корпусе расположили с верхней части название производителя, 3 физические кнопки, такие как запуск, домой и локальная уборка. И если ее еще зажать, то кнопки блокируются. Это является защитой от детей и животных. Кнопки, разумеется, имеют подсветку, нажимаются легко и удобно. Также сверху расположили, как уже многие могли заметить, лидарную систему PreciSense. Далее, на боковых частях стандартно находится отверстие для теплоотведения и бампер с 2 датчиками. Матрица Sensient включает в себя датчик падения, датчик обнаружения ковров и акселерометр. На дне Q7 Max расположили 2 основных колеса и 1 поворотное, 2 контакта для зарядки, краткую информацию, 1 боковую силиконовую щетку, место для крепления швабры с салфеткой из микрофибры, которая имеет 2 подпружинные кнопки, которые прижимают швабру к полу с давлением 300 граммов, подвижный подвес для максимального соприкосновения турбощетки к полу и, разумеется, саму турбощетку, выполненные из силикона и вдобавок разборная. К примеру, длинную шерсть домашних животных или волосы очищать с нее куда проще, чем с неразборных щеток. Но минус за то, что в комплект не положили лезвие для очистки, к которому мы так привыкли. С другой стороны, оно здесь и не так и не нужно, но все-таки нужно. Далее, внутри под крышкой мы имеем комбинированный контейнер для мусора емкостью 470 мл с HEPA-фильтром, который можно промывать под водой, и резервуар для воды емкостью 360 мл. Не могу сказать, что это прям с запасом, но более чем достаточно, чтобы протереть полы в большой квартире. Доставать его легко, как и устанавливать. Мусор из контейнера при изъятии у меня не высыпался, но хотелось бы, чтобы в нем была все-таки установлена самая простая защита от случайного выпадания мусора. В комплекте, как я уже говорил, идет пластиковая площадка, которая клеится рядом с док-станцией и защищает ваш пол от влаги. У меня лично протеканий не было, но советую все-таки пользоваться площадкой, так как салфетка для протирки полов остается влажной после уборки. Вдруг у вас нет возможности сразу ее снять. Летим дальше. Мощность всасывания 4200 паскалей. Поменьше, чем у модели S7 Max V, в которой 5100 паскалей, но все равно круто. Q7 Max имеет 4 режима уборки, такие как бесшумный, сбалансированный, турборежим и максимум. Робот-пылесос оснащен электронным насосом и 5 видами подачи воды, такие как низкий, средний, высокий и кастомный, с 30 уровнями подачи воды, которые вы можете выбрать, что позволяет точно настроить очистку под ваши предпочтения и ваш тип полов. Разумеется, он может пылесосить и протирать одновременно. Лидарная система PreciSense отвечает за способность робота-пылесоса находить наиболее эффективный способ уборки по всему дому, и во время уборки он не только строит карту, но и помогает определять препятствия. Q7 Max поддерживает голосовое управление через Amazon Alexa, Google Home и Apple Siri, кому это необходимо. Wi-Fi только на 2,4 ГГц, но напоминаю, что это делают специально, чтобы связь была стабильной. Док-станция небольшая, 95 на 150 на 130 мм. Q7 Max автоматически возвращается на базу после завершения уборки, что стандартно, и при низком заряде аккумулятора в 20% тоже. Емкость аккумулятора 5200 мАч. Время автономной уборки я тестировал в максимальном режиме, и по итогу за 1 час у него ушло 65%
процентов заряда, и убрал он 70 метров квадратных. В общей сложности на одном заряде в данных обстоятельствах он проживет до 90 минут максимум. Но опять же, это прям максималка. Полный цикл зарядки занимает 6 часов. Далее, приложение для полноценного использования называется Roborock. На главной странице все стандартно, так как можно посмотреть площадь уборки в метрах квадратных, заряд аккумулятора и время уборки, настроить уборку и посмотреть карту. Количество проходов максимум 3 штуки. В приложении можно также настроить голосовое сопровождение. В стоке была установлена озвучка на английском языке с женским голосом, но есть украинская озвучка с женским голосом. Также некоторые команды переключения режимов уборки сопровождаются обычными системными звуками. Я думаю, озвучку еще добавят. В приложении можно настроить очередность уборки, переименовать или создать карту, настраивать отображение карты, поворачивать ее, переключать с двухмерного на трехмерный вид карты, расставлять мебель, ставить виртуальные стены и запретные зоны, не только для обычной уборки, но и для протирки полов, менять границы комнат и переименовывать их. Максимум можно еще сохранить до 3 карт. Нажав на троеточие в правом углу, можно перейти к дополнительным настройкам, в которых мы имеем включение-выключение, сохранение карты и выбор этажности здания до 4 этажей, настройка светового индикатора, режима ковра для повышения мощности при обнаружении ковра, блокировка от детей, выбор часовых зон, настройка режима «Не беспокоить» и выбора единицы площади. Далее есть точка маршрута, дистанционное управление с помощью джойстика, история уборок, обслуживание частей робота-пылесоса, график уборки по дням с выбором определенной комнаты и обновление прошивки. К слову, обновление прилетело сразу и обновлялся он примерно 5 минут. Перейдем же к тестам. Уровень шума стандартно, не слишком громко. Опять же, это на максималках. Начало работы Q7 Max стандартно, изначально он проходит вдоль стен, чтобы нарисовать карту. Стулья, как и много подобного, он не двигает, что радует. Максимальная высота препятствия, на которой может заехать робот-пылесос, стандартные 2 сантиметра. И это более чем достаточно, опять же, для обычных квартир. В целом, Q7 Max работает довольно четко, как по плану, и это довольно хорошо ускоряет время уборки, так как он не делает лишних движений. С уборкой на ламинате он справляется хорошо, к примеру, различную крупу, шерсть домашних животных или наполнитель он всасывает отлично. Крупа в углах остается по минимуму и очень редко, но я постоянно при уборке устанавливаю ему 2 прохода, и это помогает. С мелким песком, молотым кофе, хлебными крошками справляется также отлично. С коврами с коротким ворсом он справляется хорошо, так скажем, без проблем. А вот ковер с ворсом в 4 сантиметра ему дается тяжело, так как передвигаться по нему не совсем ему удобно. С другой стороны, справляется. Но в целом он единственный из всех роботов-пылесосов, которые у меня были ранее, который не просто катался по ковру, но и хорошо еще убирался на нем. А у меня их было больше 30. Влажная уборка, а точнее протирка полов, также хороша, но по моим тестам, к примеру, с различным небольшим количеством воды или чая, он справляется хорошо, только если жидкость находится не слишком близко к стенкам. При включенной влажной уборке отлично убирает пыль и шерсть с пола. Но серьезные пятна он либо до конца не вытирает, либо просто растирает по полу. Нужно несколько раз прогонять, либо, как вы прекрасно понимаете, выжимать тряпку. Минусы: нет лезвия для очистки щетки, нет доп. HEPA фильтра, так скажем, минимальная комплектация, нет дополнительной щетки, нет русской озвучки. Также, по мне, резервуар для воды и контейнер для мусора могли бы быть и побольше. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале скидок. Напоминаю, что в него я также закачиваю примеры съемок смартфонов в студии, на улице, новинок, которые я обозреваю, либо перед этими обзорами. Плюс туда выгружаю какие-то обзоры, которых нет на YouTube, поэтому подписываемся. Резюмирую, Roborock Q7 Max отличный выбор, так как мы имеем большую мощность всасывания, корректную работу самого робота-пылесоса и приложения, действительно отличное качество уборки, способность без проблем ориентироваться в квартире или доме. Что меня больше всего радует, так это возможность детально настроить его уборку или довериться его автоматической работе. Если вам нужно что-то для ковров, однозначно он. Девайс сюда, не забудьте подписаться на канал, участвовать в конкурсах, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Скоро Mi Band 7, добра и удачи вам, дорогие друзья!